Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня будем делать вот такой прекрасный коврик гексагон. Мне надо сделать гексагон, я его буду делать без циркуля. Мне нужна полоска шириной 16 сантиметров. Я вот отмерила, отрезала. И смотрите, что мы делаем дальше. В гексагоне 6 углов по 60 градусов. Поэтому я отмечаю, вот у меня прямо на моем мате есть 60 градусов линия. И я ставлю вот в центр вот этого вот, выравниваю здесь. И обрезаю вот 60 градусов. Мы будем делать гексагон из ромба. Ромб должен быть равносторонний, поэтому я меряю сторону своего ромба. Она у меня получается 18,5 сантиметров. И я с этой стороны откладываю 18,5 сантиметров, чтобы сделать вторую сторону равной вот этой первой стороне. И из этой точки, которую я отметила, обрезаю под углом 60 градусов. Вот. У меня получился равносторонний ромб. Мы выкладываем свой ромб так, чтобы вот наши вот эти вот уголки были на прямой линии. Это середина нашего ромба. Так как у меня изначально полоса моя была 16 сантиметров, я делю на 2. 16 разделить на 2 будет 8. Вот я от центра должна отложить 8 сантиметров. Вот до этой полосы у меня 8 сантиметров. И вот это вот я обрезаю. Точно так же здесь с другой стороны делаем. Выкладываем на серединку. Отмеряем 8 сантиметров. Но вообще-то я прям по клеточкам на доске могу. Вот 5 и 3. 8. И обрезаем. Все. У меня получился гексагон. 6 углов по 60 градусов. Все стороны равны. Вот я его уже и вырезала. Что мы делаем дальше? Я вырезала квадрат ткани размером 60 на 60 сантиметров. И такого же размера кусок синтепона. Скреплю их между собой булавочками, чтобы они у меня были неразлучны. Вот я сколола булавочками, ну просто по углам, в каждом углу и в каждой серединке каждой стороны по одной булавочке. Всего 8 булавок истратила. Уложила гексагон в центр своего сэндвича и тоже парочкой булавок его приколола. А теперь мы будем пришивать к нему полоски. Самые разные. Я нарезала всех цветов, которые мне понравились. В том числе такого же цвета, как и гексагон. И нижняя часть вот этого моего сэндвича. И буду их пришивать. Начнем вот с голубенькой. Будем пришивать по очереди. Складываем их. Здесь вот хвостик оставляю я. Прикладываю и вот так вот строчу. Можно даже сколоть. Вот. Но еще момент какой. Я строчу не прям вот от самого краешка своего гексагона, а отступаю где-то пару сантиметров. И только потом прокладываю строчку до вот этого уголочка. Прострочили, здесь вот оставили, 2 сантиметра достаточно. Я где-то на расстоянии 6 миллиметров от края строчила. Загибаем вот так вот. Здесь мы гладить не можем, потому что у нас синтепон, а то он спечется весь. Заглаживаем вот так вот пальчиком. И вот по этой линии, как вот у нас идет следующая сторона под этим углом, вот так вот обрезаем эту свою ленточку. Берем следующую ленточку. Я возьму вот такую, горошек. Также ее прикалываем. И теперь уже прошиваем вот от этого угла и вот до этого угла. Вот так. Пришили, отворачиваем. Все разглаживаем. Можно проводить линию, можно просто вот по линеечке обрезать. И с этой стороны уже мы параллельно складываем и вот проводим тоже линию. И срезаем так же, как и в прошлый раз. И с другой стороны. Берем следующую полоску, скалываем. И прошиваем опять от одного угла до другого. Прошили я в конце каждой строчки, не сказала, я делаю закрепочки. Вот, берем следующую полоску. Точно так же прикалываем, от уголка к уголку пришиваем. Дальше мы все делаем одинаково, пока не доходим до последней полоски. Вот я ее уже тоже приколола. Вот это у нас, вот видите, мы же ее не до конца пришивали. Мы ее вот так вот отгибаем немножко и строчим опять от угла до угла. Отстрочили, отвернули, обрезаем наши уголочки.
так же, как и раньше, параллельно предыдущей и следующей стороне. Вот, и смотрим. У нас здесь, чтобы сюда вот подлезть, подстрочить, очень неудобно машинкой. Никак вот сюда не продлезешь, потому что здесь у нас уже зашито. Поэтому либо мы вручную, либо мы вообще не будем заморачиваться. И просто, когда будем нашивать следующую полоску, начнем вот отсюда. Здесь вот подрежем параллельно. И следующую полоску просто нашиваем вот сюда. У нас останется здесь вот такое вот небольшое отверстие, но мы определимся с ним потом. Беру следующую полоску, прикалываю. Здесь я тоже вот кончик оставляю, потому что у нас та же самая история будет и со следующим рядом. Но только вполне возможно, что мы уже сможем подлезть, потому что здесь уже пошире. Ну вот так вот я где-то вот отсюда. Я прям булавочкой это место отмечу. Вот так. И до этого уголочка. И строчу. Ну вот, от иголочки строчу. Здесь оставляю краешек. Пристрочила, отворачиваю. Здесь я вот поменьше оставила все-таки не 2,5 сантиметра, а где-то 1,5. Разглаживаем. Этот край вот не трогаем пока, а вот этот вот обрезаем опять параллельно следующему отрезочку. И берем следующую полосочку. Я беру опять желтенькую. Складываем лицом к лицу, скалываем. У меня полоски я эти делала 4 сантиметра шириной. Я не сказала изначально. Мне кажется, что можно любого размера. Чем мельче, тем наряднее получится. Чем шире, тем быстрее сошьете. Ну и строчим от угла к углу. Пристрочили, отвернули, обрезали уголочки лишние. И следующую полосочку берем. И так в этом ритме делаем все, вот пока не дойдем до вот этой вот не до конца пришитой. Ну вот с очередной полосочкой я дошла вот до этой своей, которую пришивали не до конца во втором круге. Сейчас пришью вот эту вот, потом посмотрим дальше. Пришила, отвернула, обрезаю уголочки. Смотрите, здесь у нас уже полосочка подлиннее. И здесь мы уже можем подлезть на машинке и пришить вот этот вот шовчик. Что я сейчас и сделаю. Чтобы во время пришивания он у меня не ездил, я вот здесь булавочкой сколю. Там у меня зашито держится, здесь у меня сколото. Все, и здесь я уже нормально прострочу. Вот, пристрочила, и все у меня здесь уже хорошо. Теперь обрезаем вот так вот под линеечку. Теперь, когда у нас уже все стороны возможно пришить нормально, я могу выбрать, с какой стороны мне начать. И я хочу такую же вот голубую ленточку, как вот здесь, напротив, вот сюда вот пришить. И я это сделаю. Все свои ряды буду по кругу пришивать. Я уже как-то вошла в ритм. И я хочу сказать, девочки, главное не забывать вот каждый следующий ряд оставлять вот это вот расстояние и хвостик. Потому что я как-то увлеклась. И вот здесь вот на голубом, сейчас я поближе покажу, видите, шовчик уже сделан. Потому что я взяла, пришила до конца, обрезала. И в результате подошла, думаю, так, что-то я не то сделала. Пришлось чуть-чуть отпороть, пришить еще ленточку подлиннее вот сюда. И уже тогда все сделать как положено правильно. Так что вот имейте в виду, оказывается, самая главная проблема – это склероз. Я дошила все свои полоски и уже обрезала лишнюю вот нижнюю ткань с синтепоном, чтобы было видно гексагон. Мне теперь надо кант сделать. Я его сделаю из такой же ткани, как и у меня и центральный гексагон. У меня полосочки такие тоже есть здесь, но я последние ряды уже такие полоски не добавляла, потому что я знала, что у меня окантовка будет этой тканью, чтобы не переборщить. Я уже вырезала ленточку вот такую. У меня ширина здесь 5 сантиметров. Сделала достаточной длины ее, чтобы делать кант. И я буду пришивать ее сначала с изнанки. Вот, я когда дойду до угла, я вам покажу.
как мы здесь угол делаем. Здесь же не прямой угол, как в квадратных и прямоугольных ковриках. Дошли до угла, и мы делаем не под 45 градусов за строчку, а под 30 примерно. И возвращаемся обратно. Потом, так же, как когда мы делали под 45 градусов, мы заворачиваем сюда, потом вот так вот, чтобы вот эта лента у нас сюда шла уже параллельно. Вот разворачиваем ткань, она по отношению к нашему краю не ровно, как когда мы под 45 градусов, а вот так вот немножко наискосок. Получается, как будто вот 30 градусов и тут тоже. Вот здесь ее укладываем параллельно нашей следующей стороне. И поехали строчить в следующую сторону. Дошли до следующего угла. Опять разворачиваем ткань и строчим под 30 градусов туда-обратно. Заворачиваем параллельно нашему следующему краю. А здесь вот, видите, сгиб ткани у нас получается не на предыдущей стороне лежит, как когда мы квадрат шьем под углом 90 градусов, а вот тоже вот под такой вот косой где-то под 30 градусов. Дошли до места соединения наших лент. Вот здесь вот я кончик оставляла. Вот так вот накладываем одну ленту на другую и откладываем. Так как у нас ширина ленты 5 сантиметров, мы откладываем 5 сантиметров. Мы смотрим, вот здесь вот у нас краешек должен, от него, по нему можно отложить 5 сантиметров. Вот маркером откладываем. И такую же меточку сделаю здесь. И вот по этой линии, вот по этой, обрезаем наш край. Теперь складываем наши вот кончики лицом к лицу, чтобы нам было удобнее. Скалываем. И вот от этого уголка к этому проводим линию и по ней строчим, соединяя наши концы окантовки. Прострочили, срезаем лишнее. Шовчик разглаживаем. У нас получилась лента, которая прямо ровно по нашему размеру. И прострачиваем здесь. Пристрочили, выворачиваем, подворачиваем так, как нам нужно. И строчим, закрываем наш шов. Что мы делаем на углу? Мы, когда доходим до него, вот так вот его зашиваем. И все у нас будет красиво и хорошо. Коврик мой готов. Вот это место, которое у меня вот здесь вот было с дырочкой, я просто поверху застрочила. Получилось практически незаметно, но если бы я оставляла вот здесь вот прям вот сантиметрик, чтобы только вот шовчик, то у меня бы вот это отверстие было только вот здесь вот. И тогда можно было бы вообще его не трогать, оно бы было незаметно. А у меня вот получилось оно вот такое вот, поэтому я его застрочила. Вот, а вы имейте в виду, что можно, в принципе, если отверстие небольшое, то и не зашивать его. Красота. Мне нравится. А вам нравится? Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Всего доброго, спасибо, что досмотрели до конца.